Легенда о леди Гадиве из Ковентри. Датой появления Ковентри, вероятно, можно считать VII век, время основания на этой земле англосаксонского монастыря. Однако лишь возведение в XI веке Леофриком графом Мерсии бенедиктинского аббатства дало первый импульс к развитию города. Ни один рассказ о Ковентри не обходится без знаменитой легенды, главный персонаж которой – леди Гадива. В середине XI века благочестивая супруга графа Мерсийского была весьма прославлена как патронесса нескольких монастырей. По иронии судьбы, сегодня о ней вспоминают только благодаря известной поездке верхом, которую она, кстати, скорее всего, не совершала. История о леди Гадиве, скачущей в костюме Евы на коне по улицам Ковентри, одна из самых популярных народных легенд. Город буквально наводнен открытками, сувенирами и статуями с этим сюжетом. Безусловно, нас сегодня интересует, существовала ли в реальности эта незаурядная женщина и насколько правдива история о ее революционном способе борьбы с повышением налогов. Так, о чем же рассказывает нам легенда? В то время правил последний англосаксонский король Англии Эдуард Исповедник. Денег ему, как и многим другим монаршим особам, всегда не хватало, и пополнял казну он, скажем прямо, не самым оригинальным способом – повышением налогов. Следить же за тем, чтобы деньги были вовремя собраны в Ковентри и окрестностях и доставлены по назначению, обязан был все тот же граф Мерсийский. Как и большинство подданных Эдуарда Исповедника, жители Ковентри и так страдали от непомерно высоких налогов. И вот когда в один не самый удачный день их оповестили об увеличении и так уже слишком высоких налогов, горожане стали просить графа о милосердии. Но все мольбы их сюзерен Леофрик оставлял без внимания, а на просьбы об облегчении участи населения отвечал отказом, несмотря даже на то, что новые налоги грозили жителям Ковентри разорением. Итак, вместо помощи горожане получили отказ. В столь напряженный момент в дело вмешалась очень религиозная жена Леофрика. Графиня в очередной раз решила заступиться за земляку. Переполненная чувством сострадания к отчаявшимся жителям Ковентри, она обратилась к мужу с просьбой отменить обременительные поборы. Но графу ее заступничество пришлось не по душе. И тогда, раздосадованный, вероятно, ее настойчивостью, чтобы проучить жену, граф предложил ей следующее. «Твоя просьба будет удовлетворена, если ты обнаженной проедешь на лошади по городу из конца в конец». Леофрик ожидал, что его жена в ужасе и смятении откажется от заступничества. Женщина ее ранга не могла согласиться на такое предложение. Но она, к удивлению, согласилась. На следующее утро, полностью раздевшись и прикрывая наготу лишь распущенными волосами, леди Гадива оседлала лошадь и проехала по рыночной площади. Вот как описывает это событие знаменитый английский поэт Альфред Теннисон. Она поспешно поднялась наверх в свои покои, расстегнула орлом на пряжке пояса подарок сурового супруга и на миг замедлилась, бледна, как летний месяц, полузакрытый облачком, но тотчас тряхнула головой и, уронивши почти до пят волну волос тяжелых, одежду быстро сбросила, прокралась вниз по дубовым лестницам и вышла, скользя как луч среди колонн, к воротам, где уж стоял ее любимый конь, весь в пурпуре с червонными гербами. На нем она пустилась в путь, как Ева, как гений целомудрия, и замер, едва дыша от страха, даже воздух в тех улицах, где ехала она.
После такого Лефрику не оставалось ничего другого, как только выполнить просьбу жены. Так леди Годива верхом въехала на страницу истории как уникальный реформатор налогообложения. Во всяком случае, так принято считать. С течением времени легенда обрастала все новыми и новыми, зачастую пикантными подробностями. По одной версии, во время проезда Годивы по площади смущенные горожане не поднимали на нее глаз. В это, зная натуру человека, пусть даже и средневекового, как-то верится с трудом. Под рукой она приказала жителям Ковентри сидеть дома за закрытыми ставнями в то утро, когда собиралась проехать по улицам, и таким образом избавила себя от оскорбительных взглядов простолюдинов. В то, что послушались абсолютно все, также не очень-то верится. По-третье, тело леди Годивы невозможно было разглядеть, поскольку оно скрывалось под неспосланным богом непрозрачным покровом. И, наконец, есть предположение, что нагота Годивы была символической. На ее платье во время проезда через рыночную площадь не было драгоценных украшений и атрибутов власти, что было недопустимым для знатных особ по существовавшим тогда обычаям. Что же касается налога, то в древней балладе есть строки, где говорится, как обескураженный и посрамленный граф отменил все поборы, взимаемые с жителей Ковентри, за исключением налога на содержание лошадей. Хроники свидетельствуют, что вплоть до XVII века город действительно мог похвастать подобным безналоговым статусом. Впрочем, историки все же добавили ложку дегтя в бочку меда, утверждая, что им не удалось обнаружить ни одного свидетельства современников этой, по меньшей мере, резонансной поездки. Но археологами были найдены витражи с изображением леди Годивы, которые сейчас находятся в сохранившейся церкви первого монастыря, основанного Леофриком и Годивой. Правда, на этих витражах легендарная леди изображена в парадном платье. В XVI – начале XVII века к рассказу добавился еще один персонаж. Портной по имени Том, как утверждается, не подчинился приказу Годивы. Приникнув к щели в ставне своего окна, он подглядывал за графиней. Вуайериста наказал Бог. Том внезапно ослеп. А Альфред Теннисон в своем поэтическом произведении «Годива» не забыл упомянуть и его. Был некто, чья низость в этот день дала начало пословице. Он сделал в ставне щелку и уж хотел весь трепеща прильнуть к ней, как у него глаза оделись мраком и вытекли. Заслуженно наказанный портной послужил прообразом для выражения «любопытный Том». Кстати, есть мнение, что поводом к появлению персонажа подглядывающего Тома послужила следующая удивительная череда событий. В 1586 году Совет города Ковентри сделал заказ художнику Адаму ван Норту изобразить события из легенды о леди Годиве. Он так и сделал, но поместил на картине в оконном проеме Лефрика, глядящего на проезжающую мимо леди Годиву. По неизвестным причинам отцы города выставили картину на главной площади Ковентри, и население ошибочно подумало, что Лефрик был ослушавшимся горожанином. Так возникло дополнение к этому сюжету. А что рассказывают достоверные исторические хроники? Есть ли правда в этой таинственной истории? Историю об обнаженной всаднице впервые упоминает монах монастыря святого Албана Роджер Вендровен в 1188 году в книге, и согласно ей события происходили 10 июля 1040 года. Возможно, автор использовал какой-то ныне утерянный источник, а может, и сам решил таким образом прославить эту замечательную женщину. Последующие летописцы неизменно украшали пикантную историю новыми подробностями.
В наше время английские историки, соглашаясь с тем, что Леди Годива – реальный исторический персонаж, все же сомневаются в достоверности легенды о ее своеобразном заступничестве за своих земляков. Как свидетельствуют документы, героиня легенды была женщиной во всех отношениях замечательной, добросердечной и великодушной, и покровительствовала искусством. Леди Годива действительно жила в Англии, в Ковентри в середине XI века. Историки рассказывают, что примерно в 1028, по одной из версий в 1030 году, будучи к этому моменту богатой вдовой, она серьезно заболела и, полагая, что близок ее смертный час, завещала все свое немалых размеров состояние монастырю в городке Или. Завещание хранится в архивах Ковентри. Но с болезнью удалось справиться, и через некоторое время Годива вышла замуж за англосаксонского аристократа, графа Мерси и лорда Ковентри Леофрика III. Могущественный граф Мерси также не чужд был высоких материй. Вскоре, в 1043 году, граф и графиня основали монастырь Бенедиктинского ордена в Ковентри, одном из городов, находившихся во владениях графа. Леофрик наделил монастырь землей и отдал во владение обители 24 деревни. Монастырь в одночасье превратил Ковентри из маленького поселения в четвертый по величине средневековый английский город. 4 октября монастырская церковь была освящена именами святого Петра, святого Осбурга, всех святых и Девы Марии, в которую Годива верила безгранично. Позднее, благодаря ее дарам, золоту и драгоценностям, церковь монастыря стала одной из богатейших в Англии. Графиня пережила графа на 10 лет и была могущественной и благочестивой правительницей. После смерти мужа леди Годива продолжала покровительствовать церкви, оказывая поддержку, по крайней мере, еще полудюжин монастырей. Она была очень набожна и жертвовала церкви земли и деньги. После смерти и граф Леофрик, и леди Годива были похоронены в построенном ими монастыре. Но все эти подробности биографии благородной аристократки сегодня известны разве что историкам-медиевистам, а потомки с благоговением чтут знаменитую легенду. Позднее, в XIII веке, король Эдуард пожелал выяснить правду об этой легенде. Исследование летописи подтвердило, что в Ковентри в 1057 году и позже налог действительно не взимался. Но является ли этот факт достоверным доказательством реальности описываемых в легенде событий? Легенды о Леди Годиве, вероятно, имеют мифологические корни в одном из языческих ритуалов, связанных с плодородием. Мистерии с участием женщин-жриц встречаются во многих дохристианских культурах. Нередко при этом жрецы были обнаженными или одевались в особое одеяние. В том числе это происходило и у кельтов. Обряды, связанные с землей, урожаем, плодовитостью, были распространены у друидов. Скорее всего, отголоски древних верований и обычаев, веками существовавших на этой земле, и отразились в легенде о Годиве. Недалеко от бывшего кафедрального собора Ковентри установлен большой памятник леди Годива с распущенными волосами верхом на лошади. Изображение памятника также помещено на печати городского совета Ковентри. Статуи самых разных размеров знаменитой наездницы и подглядывающего Тома во множестве украшают этот английский город. В 1678 году в честь смелой леди Годивы жители учредили ежегодный фестиваль, сохранившийся и по сей день. В Ковентри также впервые была инсценирована легендарная поездка Годивы. Роль графини исполнял мальчик. Представление повторялось периодически до 1907 года, пока одеяние, или скорее отсутствие онного у исполнителя роли Годивы, не стало предметом общественных пересудов.
и в 1907 году сие предосудительное действо было прекращено. Сейчас этот праздник представляет собой карнавал, где много музыки, песен, фейерверков. Участники карнавала одеваются в костюмы XI века. Шествие начинается от руин Первого кафедрального собора и далее идет по маршруту, проложенному некогда отважной леди. Заключительная часть фестиваля проходит в городском парке у памятника леди Годивы. Здесь звучит музыка того времени, и участники праздника соревнуются в различных конкурсах, наиболее популярным из которых является конкурс на лучшую Годиву. В этом конкурсе принимают участие женщины, одетые в туалеты дам XI столетия. Непременным условием соревнования является наличие у них длинных золотистых волос. Образ леди Годивы достаточно популярен в искусстве. К нему часто обращались художники. Защитницу жителей Ковентри воссоздали в мраморе, на полотнах, в кино. Кстати, в 2003 году, в один прекрасный день, к резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит средь бела дня подъехала на лошади современная леди Годива в точно таком же одеянии, а точнее, без него. Ее сопровождало некоторое количество женщин, требовавших от правительства налоговых льгот для работающих родителей, которым приходится нанимать нянь. Пошло ли правительство на уступки, неизвестно, но сам этот случай свидетельствует, что о прекрасной леди Годиве англичане не забыли. Также в честь леди Годивы был назван астероид 3018 Годива. И, как это ни странно звучит, но иногда в честь леди Годивы получают свое название магазины одежды. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.